Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как выполнить коррекцию ногтей гелем на короткие ногти? Смотрите в этом видео. Поехали! Вот такие ногти нам сегодня предстоит преобразить. И с первого взгляда вроде обычные ногти, покрытые гель-лаком, но не тут-то было. Это наращенные ногти, и наращивание выполнял новичок. Что мы тут можем увидеть? Толстое покрытие, есть неровности на поверхности, особенно на большом пальце. Большая толщина в торце, но и самое такое неприятное, то, что влияет на эстетику, это ступеньки под ногтевой пластиной. А происходят они вот по какой причине. Когда мастер устанавливает неверно формы, с зазором между ногтем и формой появляется щель, в которую попадает искусственный материал, затем эти ступеньки отрастают, и клиенту становится очень неприятно, он их начинает ковырять, туда попадает эта грязь, и в целом это очень сильно влияет на эстетику. Я думаю, вы со мной согласитесь. К тому же моя модель работала с землей, с цветами, поэтому как раз таки грязь туда и попала, поэтому наша задача сегодня выполнить преображение. Некоторые из вас, возможно, скажут, что зачем делать коррекцию на чужое наращивание, ведь проще все убрать и нарастить по новой. Но знаете, тут такая двоякая ситуация. Начинающий мастер может потратить очень много времени на снятие, например, это займет около 30 минут, затем на постановку форм, на маникюр, на наращивание, на покрытие. Короче говоря, у мастера уйдет чуть ли не полдня, если он только, например, учится наращивать ногти. А когда мы с вами выполняем коррекцию, у нас все-таки есть какая-никакая с вами подложка, на которой мы можем выстраивать уже дальнейшую архитектуру. Во время снятия мы убираем предыдущий материал, можем оставить тонкий слой, свободный край в том числе, для того, чтобы этот наращенный свободный край служил нам своего рода подложкой. Это сэкономит время. Помню, когда я работала мастером на потоке, мне гораздо проще было всегда выполнить коррекцию, нежели чем заново перенаращивать ногти. А как вам? Пишите в комментариях. А мы пока с вами приступаем к маникюру. У нашей модели сухая кутикула, поэтому используем аппаратную технику обработки. То есть приподнимаем кутикулу при помощи алмазной насадки пламя и шлифуем скругленным цилиндром. Для того, чтобы поверхность кожи не нагревалась, использую дегидратирующий тоник, наношу его в небольшом количестве и затем уже шлифую кутикулу. Так маникюр будет носиться более длительное время. В работе буду использовать камуфлирующий гель от Cosmoprofi средней консистенции. Кстати, ступеньки изнутри я пока не выпиливала. Это сделаем в самом конце. Я задумала очень интересный дизайн. Для этого нам потребуется гель, будем его смешивать с кое-чем интересненьким, а пока наносим тонкую подложку для укрепления гелем и просушиваем в лампе. Теперь переходим к дизайну. Для дизайна нам понадобятся блестки, которые мы выкладываем в зоне кутикулы и растушевываем на нет, как будто бы дождик, в середине свободного края. На самом деле мне очень нравится этот эффект, когда блестки в зоне кутикулы. Смотрится всегда выигрышно. Тут самое главное смотреть, чтобы не было элементов, которые будут топорщиться, иначе потом придется их опилить. Сразу наношу на несколько ногтей и отправляю в лампу на просушку. Итак, для дизайна нам потребуются сухоцветы. Очень красивый дизайн получается, если смешать сухоцветы с конструирующим гелем. Можно с прозрачным, можно с камуфлирующим. В моем случае оттенок совсем-совсем полупрозрачный, поэтому сухоцветы будут хорошо видны, но при этом будут камуфлировать ногтевую пластину. Перемешиваем все и вот этой кашицей полученной выкладываем новую архитектуру. Полностью блестки в зоне кутикулы не перекрываю, выстраиваю небольшой слой и побольше накладываю на боковые стенки, потому что они тут слегка перепилены. Поэтому больше объем материала оставляю там, даже пусть немного растечется материал по боковым сторонам, ничего страшного, затем мы выполним правильный опил. Как-то я выполняла похожий дизайн с сухоцветами, но правда я их наносила сверху уже на готовое выравнивание. И что получилось? Небольшая толщина дополнительно за счет сухоцветов, и они очень яркие, потому что на поверхности.
Тут у нас сухоцветы смешаны с гелем, поэтому они имеют такой приглушенный оттенок, кое-где просвечиваются сильнее, где-то меньше, и в целом такой дизайн очень интересно рассматривать. Конечно, пока что это выглядит непонятно, какая-то мешанина на ногтях, но затем мы выполним опил, потому что все-таки мы не можем тут выполнить технику без поверхностного опила, и затем уже полюбуемся окончательным вариантом. Выступающие частички цветов подправляю при помощи тонкой кисти. Тут не стоит следить за наличием блика, за ровностью поверхности, потому что затем мы будем выполнять опил. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. После просушки снимаем липкий слой и придаем форму ногтям. Сначала свободный край делаем четкий, квадрат, боковые стенки и затем опиливаем нижние параллели. Уже правильно, чтобы они не были так сильно подняты вверх. И теперь можем приступать к опилу поверхности. Слева направо длинными движениями шлифую ее. Длинными движениями сглаживаю поверхность, чтобы она получилась ровной. Да, у нас некоторые цветочки опиливаются в том числе, но за счет этого и получается интереснее. Какие-то выходят на поверхность. Ну и, конечно, не забываем про наши изнаночки. Теперь нам необходимо выпилить все оставшиеся ступеньки, грязь, которая была под ногтями. Для этого использую ту же насадку, которая выполняла снятие с тонким носиком, и в положении форвард прочищаю внутренние стороны. Все, от предыдущего маникюра по сути ничего и не осталось. То есть нам та подложка из геля служила своего рода типсой, ступеньку, которую мы выпилили изнутри. Мы сэкономили время на постановке шаблонов, поэтому я считаю, что коррекция все-таки имеет место быть. А мы покрываем топом без липкого слоя и любуемся этим эффектом. Ой, ребят, я прям не могу. Я когда смотрю на эти сухоцветы, думаю, как же красиво, как же классно. Может быть, даже себе сделаю такой маникюр. Пишите в комментариях, как вам такой дизайн. Оцените наш потрясающий цветочный дизайн, поставьте пальчик вверх, а также смотрите другие полезные видео на моем канале не только по укреплению, по маникюру и наращиванию ногтей. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!